Следующей нашей остановкой после Еревана был Рим. Кто еще не видел ролик про Ереван, обязательно посмотрите у меня на канале, ссылочка будет внизу под этим видео. Наш самолет должен был прилететь до полуночи, и мы хотели попасть в Рим на поезде. Как это обычно бывает, дело вмешался случай в лице компании авиаперевозчика Визаир. Наш рейс задержался на 1,5 часа. Поезда уже перестали ходить, и единственный способ добраться до Рима – это автобус-экспресс, который идет прямо до термини. Билет на автобус стоит 6 евро на одного человека. В аэропорту несколько компаний-перевозчиков. Рейсы у них идут с небольшой разницей во времени. Если тебе все равно, ты садишься на тот автобус, который отправляется раньше другого. Вокзал термини большой. Автобус останавливается в дальней его части. В Риме стояла жара и было очень душно, несмотря на ночное время. Мы много читали про район вокзала Термини и были готовы к тому, что это не самый благополучный район. К сожалению, рассказы других путешественников подтвердились. Прямо у стен вокзала на земле спали бездомные. Хорошо, если спали. Нам на нашем пути встретилось несколько компаний, которые были, скажем так, немного навеселее. Слава богу, все обошлось. Люди были настроены достаточно нейтрально. Наверное, жара играла свою роль. Мы специально искали гостиницу недалеко от Рома-Термини. План был такой, чтобы дойти до гостиницы пешком от вокзала. Такое размещение было удобно и для того, чтобы потом добраться до порта поездом. Гостиница оказалась не совсем рядом с вокзалом. Мы шли на нее около 20 минут. Отель LH Hotel Lloyd Rome. Первые впечатления от Рима. Грязновато, жарковато и очень сильные запахи. По дороге увидели мало, были слишком уставшие. Заселились мы хорошо и быстро, а в гостинице был кондиционер, и мы спокойно проспали до утра. Наш план знакомства с Римом был выверен. Мы все нанесли на карту, мы старались включить пешеходный маршрут как можно больше, и мы почти не отклонились от нашего маршрута. Это наш номер в отеле. Все, в принципе, стандартно. Обычно. Ванна, туалет, биде, душик, фен. Все, что необходимо, куча полотенец. Сейф при входе, полочки, вешалочки. Большая широкая кровать. Вот такой вид из окна на какую-то улочку с мусорными баками. Ну, в принципе, сейчас пойдем посмотрим, как это выглядит вблизи. Прилетели мы ночью, 2 часа ночи, поэтому определиться, что на улице, непонятно. Утром был вкусный и сытный завтрак во внутреннем дворике нашей гостиницы. Все гости и персонал приветливые и вежливые. Настроение у нас было просто великолепное. Вкусив местной еды, мы отправились в наше путешествие по Риму. Это перекресток, где находится наша гостиница. Вот из-за нашего окошка вот это все видно немножко. Вот наша гостиница сверху. Пошли. Отель Ллойд. Вот фонтанчик с питьевой водой, между прочим, да, 24 часа. Баки — это, конечно же, подземная парковка нашей гостиницы. На улице скучником одни мотоциклы припаркованы. И вообще это зона платной парковки, вон стоит паркомат. Мы пока идем не по маршруту, просто выйдем к большой улице, посмотрим, где мы ориентировочно находимся. Пришли мы ночью вот оттуда. Балкончики второго этажа. Там терраса наверху.
Тут тоже какая-то кафешечка, ресторанчик. Уже сидят. Ресторан-то пиццерия. Сейчас все закрыто, разумеется, сейчас утро. Кафе Рома, гастрономия, сала интерна. Так, вышли на большую улицу, стоят такие же мусорные баки. Жарко. Виа Моментально. Нам налево, Ленок, пойдем. Лен. Рим, как и большинство европейских городов, город ночной. Ну, я бы сказал, поздневечерний. Буквально 5 минут от нашей гостиницы. Какой-то отель большой пятизвездочный. Подземный переход, которым никто не пользуется. И старая крепостная стена. Площадь Плаза де Порта-Пия. Мы идем по Моментано, к центру. Вот там мы ночью проходили. Еще вот сейчас утро, 9 часов утра. Все только открывается. Стена крепостная идет вокруг всего Рима. И в городе то здесь, то там всплывают ее остатки. Ну как остатки, на самом деле она, блин, вот везде. Где-то ее ремонтировали, отреставрировали, где-то она в том виде, как она была. Одна из улочек Рима. Римский дядечка идет на работу. Но напротив кафетерии куча народу. Время завтрака. Хотя, в принципе, банка до Италии. Вот он, наверное, туда идет, дядечка этот. Вот и мы идем туда потихонечку. Наверху тоже на последнем этаже зеленюшка, мансарда. Живут, выходит, там он вообще сделан на мансарде. Итальянская улочка, ведущая к центру. А вот тут очень интересная штука. Построено вот современное здание. Здесь здание, ну, наверное, 19 века. И они построены вокруг старой крепостной стены, на крепостной стене, внутри крепостной стены. Стена крепостная, а сверху построено здание. Вот там кусочек торчит и здесь. Вот такие балкончики, как обычно. Тоже вот современное здание, втиснуто. И, в принципе, не выбирается никак по стилю. Везде у нас брусчаточка, везде платная парковка. Пойдем туда. Мы находимся на площади Барберини. Один из самых известных римских фонтанов, фонтан Тритона и фонтан Пчел, созданный итальянским художником-архитектором Барберини. Отсюда и площадь Барберини. Справа известный отель Бернини. Видим, как построены дома. Деревья эвкалипты выросли прямо вплотную. Куча экскурсионных автобусов и пешие экскурсии. И хопов-хопон. Все битком.
сюда где-то 5 минут от вокзала железнодорожного и где-то 5 минут до площади Испании и лестницы. Сейчас туда пойдем. Не могли не обратить внимание на разнообразие автомобилей на улице Рима. Очень много мелких машин, как и во всей Европе, из-за проблем с парковкой, из-за того, что узенькие улочки, но машины все классные, выглядят просто великолепно, новенькие, красивые, мы просто на них любовались. Встречаются и раритеты, и это тоже создает свой римский класс. Как в любом городе, в Риме тоже есть места, которые, как говорится, must-see. Одна из них площадь Испании, Испанская лестница. Мы поднялись вот оттуда, по улице Григориана, вышли сюда. Как во всех популярных местах, куча ресторанов и гостиница. Сейчас поднимемся наверх и посмотрим, что там и к чему. Там не сильно ли преувеличено то, что про это рассказывают. Мы стоим на верхней точке. Вот эта колонна с иероглифами и крестиком наверху. Да, обзор действительно офигительный. Туристов не так много. О, улочка прямая, красиво. Красиво. Здесь спиной церковь. Симпатяшно, что сказать.
17 августа. С ладошки снимают. Вид снизу, церковь Тринити дель Монти. Ничего особенного. Испанская лестница. Начинается постепенный приток в туристику. Вот фонтанчик. Вокруг него куча народу. Мы снимем видео с нами. Это видосик. Вот, там фонтанчик. Какое количество народу. Какая-то площадь. Это еще не час пик, это еще не зашкаливает. Это кафешечка, всего лишь выбор мороженого. Это не конец. Костенький непростой выбор. Ну и как же без макарон? Называется «Шли-шли и пришли». Старинные улочки, узкие, красивые, кучу туристику. Вот оттуда мы пришли. Ну и вот, собственно, он. Вот и он. Ну, когда смотришь кино, когда тут бегают разные артисты, там встречаются, и всяко у них тут красиво, оно выглядит немножко по-другому. Вон огромнейшая очередь в него по жаре. Фонтанчик. Не знаю, вода так и должна течь, если это они сделали поменьше. Тут же Макдональдс, тут же стоят темнокожие афро-итальянцы. В общем, все как всегда.
это он остался там. Мы на площади Игназио, Ди-Эс Игназио. На самом деле здесь ездит транспорт. Несмотря на большое количество туристов, их не сделали пешеходными этими улицы. Очередное произведение искусства. Карабинери прямо напротив. И улочки отходят. Туда одна улочка идет. Туда другая, вот народ туда идет. Прямо стоят домики друг к другу вплотную, и улочка между ними. Машинки припаркованы, народ туда-сюда ходит. Сейчас тоже зайдем в церковь, там попрохладнее. Очередная достопримечательность. Фонтан Тринити, известный всем, кому интересна история Италии, Рима, и кто смотрит фильмы с Джеймсом Бондом и другие, такие же голливудские. Что здесь на самом деле? На самом деле здесь куча народу. Здесь пипец какая куча народу. Да, это достаточно красиво. Да? Красиво. Это жесть. Жесть. Да, я, честно говоря, не ожидал такого. Вот такие вот церкви, соборы, всякое такое просто в каждом квартале. Это вот как православные церкви теперь нынче у нас. Куда не пойдешь, где новая церквушка или старая церквушка. Не важно, что они пустые и закрыты. Важно, что она есть. Ну, давайте подойдем поближе. Надеюсь, что тут слышно, как шумит генератор. Генератор шумит, наверное, потому что выгоняет воду. Ну вот, фонтан.
Аттракционы номер 5. Те же время на большой и красивой площади. И вот мы ее показываем. Площадь традиционной формы. Храм. Здесь обычно проходят какие-то базары или сборища. Пару фонтанчиков. Ну и как обычно, вокруг ресторанчики. Дома вот здесь 17-18 век. А фонтанчик красивый действительно. Площадь Навона. Самая красивейшая площадь типа в Риме. Очки Гуччи, сумочка Версаче. Здесь фонтанчик почище, чем предыдущие. Там голуби купались, а здесь все-таки вода проточная такая, приличная. Хорошо, и народу поменьше, потому что площадь большого размера, и народ распределяется планомерно по площади, прячется в тени. Красиво. Все как всегда на античные сюжеты, как всегда колонна с иероглифами. Историю не изучал, наверняка колонну где-нибудь откопали и привезли, или подарили какие-нибудь там египетские фараоны, да, великому императору очередному. Это все можно прочитать в интернете, мне важно вот посмотреть на месте, прочувствовать. Мне здесь нравится, потому что, еще раз, народу немного, немножко напоминает Венецию, да и Валенцию, да в принципе везде такие вот площади, они одинаково похожи. Замок Ангела. Мостик. Грязная водичка. Зато водичка. Церковь раз. Церковь два. 3. Там не видно. 4. 5. 6. Там вдали. Сейчас мы туда пойдем. Это Ватикан, собственно, перед нами.
Вот мы у Ангела. Пришли оттуда, с той стороны. И вот эта помпезная аллея, ведущая к главному, так сказать, месту пребывания понтификов. Сейчас мы туда направимся. Площадь Святого Павла, Ватикан, собственно. Масштабно, грандиозно. Все как всегда у церкви. Масштабно и грандиозно. Вход в принципе бесплатный. Вот там вот стоит небольшая очередь, часа на полтора. На улице, напоминаю, 36-37. Вот оттуда мы пришли. Такие красивые домики кругом. Ну, да, как обычно, помпезно, красиво. В отличие от всего Рима, вот здесь конкретно чисто. Но вот повернул камеру, стоят все эти же ларечки непонятных римско-цыганских товарищей. Грязь, никто не выбирает. Мусорные баки. Ну, не хочу быть вторым Варламовым, но как-то надо видеть все стороны. Народу тоже очень много. Вот там вот организованные группы туда пытаются зайти, а здесь неорганизованные. Что? Видео снимаю, да? Это площадь Павла перед Ватиканским дворцом, собором. Здесь проходят мессы. Вот справа, слева стоят, как на стадионе, большие экраны. Последний раз, когда я читал, вот на всю вот эту вот территорию залезало что-то несколько десятков тысяч человек. То есть тут не протолкнуться было. Вот там вот стоит очередь желающих попасть. Часа полтора на эту очередь, чтобы дойти вот до туда, попасть бесплатно внутрь. Там вот организованные группы, вот с той стороны тоже группы. Здесь фонтанчик, там фонтанчик. Очень много туристов. Достаточное количество паломников. Вот здесь паломник стоит. Ну, такое. Еще одна достопримечательность Рима. Капитолийский холм с Капитолием. Развалины старые. Лесенка наверх. Ну, мы здесь пройдем. Вот все переходят вот там, Дэн, вот там пешеходный переход. Римляне на самом деле молодцы. Они вот эти развалины по всему городу сохранили. Тут и там и 1, и 2 век. Да. Вот. Сейчас поднимемся, оттуда еще снимем. Выполняя программу «Максимум», мы обошли Колизей. На выставку не ходили.
не сегодня, не на один день. Здесь у нас зона раскопок. Соответственно, здесь был один из сенатов. Очередная колонна с иероглифами. Очередные раз, два, три церкви. И вот там вот видим Колизей. Правильно, мы сейчас потихонечку двинемся. Сейчас у нас сколько? Почти 5. Почти 5. Жара не спадает. Мы позволили себе немножко доехать на такси от Ватикана, плюс, так сказать, далеко. 2 километра на такси ни о чем. Не 2. Хорошо, не 2, 3,5 километра. Автобусы все битком. А вот эти красненькие, они без кондиционера. Вот этот открытый. Ну, в общем, интересно. Итак, капиталистский форум. Много-много всяких развалин. 1-2 век. Капитолий, собственно. Остатки старых сборищ, собраний, соборов, катакомб, арен, форумов, как ни называй, их тут дофигища. Сколько лет существовала Римская империя, каждый император счел своим долгом зафигачить что-нибудь такое новенькое. Народу тоже очень много. Вот, мы двигаемся к Колизею. Ну, как мы поняли, Рим делится на 2 туристические части. Это архитектурные памятники нового времени, скажем так, 17, 18, 19 век. Ну и, соответственно, развалины вот такого плана. Да, слышу. И мы с Леной тут отошли от Ватикана буквально, ну, на метров 300. Там не то что туристов, там местных жителей никого не было. Так же грязно, так же неухоженно, но, по крайней мере, сейчас пойду сам сниму. По крайней мере, там не было вообще никого. И это вот в Риме, где не протолкнуться. Буквально 300 метров от Ватикана. Вот там смотровая площадка вдалеке. Итальянцев, конечно, надо уважать за то, что они относятся к этому с уважением, трепетно к своему наследию. Ни от чего не отказываются, ни от завоеваний, с одной стороны, ни от всех тех вещей, которые они творили на тех же гладиаторских боях. Молодцы.
Колизей вблизи, конечно, впечатляет. Он большой, реально. Вот там идут люди внутри, вот снаружи идут люди, просто чтобы было понятно, какого он размера. Впечатляют две вещи: как его строили в те времена и сколько народу он должен был вмещать, то есть какого размаха грандиозные были вот эти представления. Потом надо же понимать, что наверняка-то вход в Колизей был не бесплатный, может быть, для плебса и бесплатный, а трибуны и все остальные товарищи, наверное, платили. Как это покупалось? Из казны императора, не думаю. Ну, как обычно, немножко грязно. Вот Светлячка изучает, что происходит. Вот на сегодня у нас последний объект культурного наследия. Будем потихонечку думать о хлебе насущном. Ну, еще сыре, вине, шампанском и чего Бог пошлет. Главный железнодорожный и параллельно автобусный вокзал Рима. Это вход. Первые кассы по продаже билетов. Вот там вот стоит очередь, те, кто хочет купить. Двери на улице распахнуты, внутри практически так же, как снаружи, 30 градусов. Есть лаунж-зона. Это проход номер 2, выход к платформам. Огромное количество поездов, поэтому в ту сторону платформы с первая, вторая, ист. Тут первый по 15, 16, 24, 25, 29, там в отдалении. Есть тоже второй этаж напротив. Есть внизу еще один этаж с магазинчиком. Куча народу. Душно. Забраться самостоятельно достаточно сложно. Здесь мы попрощались с Римом и на прекрасном стареньком поезде, который ходит раз в час, добрались до следующего нашего пункта назначения порта Чивитавеккиа, находящегося где-то в 90 километрах от Рима, где мы сели уже на наш пароходик, на круизный лайнер, но, впрочем, это уже другая история. Смотрите нас, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!